Добрый день. На этом видео я вам покажу такой легкий любительский обзор вертушки. Я не выкладываю постоянно все, может другой аппарат потом попозже, тут есть на что посмотреть, но сегодня мы говорим об этой вертушке. А это у нас Denon DP29F. Ну, хотя такую конструкцию вот с двумя кнопочками, с переключателем я видел и у других фирм. Я так понимаю, что это реплики, конструкция одна и та же. Но мы имеем Denon. Он стоит криво, вы обращайте внимание, это я так поставил, чтобы удобнее было посмотреть сзади, спереди. Вот. Купил я его по случаю, потому как у меня много винила, но вертушки как-то не было, как-то старая уже давно сошла на нет. Зашел в магазин, и он стоил, не помню сколько, но деньги такие, которые как бы в кошельке были. Ну, то есть там не $300, не 500, я не помню сколько, ну, может в районе 100, там, плюс-минус, что-то такое, может чуть больше. Но он появился, я покупал его давно, но, по-моему, они и сейчас продаются. Вот, и поэтому думаю, а что не взять? Ну, винил крутить надо на что. Ну, так с виду. Единственное, что, видите, у меня весь комплект черный, а этот стальной. Но выбора не было. По-моему, черных их вообще нет. Короче, купил. Не буду показывать там коробки, как это все делают, потому что моя задача показать вам, что это за аппарат, в двух словах рассказать и продемонстрировать. Так, начнем. Ну, что тут? Внешний вид вы уже видите, да? Тут у него ножки, тут у него ручки. Выходы у него такие. 220 у него несъемный кабель и сигнал. Сигнал и плюс заземление, там такая клемочка маленькая еще. Вот это все несъемное. То есть, если вы хотите его снять, вам надо выдергивать его там снизу, кишки. Вот, кстати, посмотрите, лейбочку. Вот. Ну, по весу он не тяжелый, там, не знаю, сколько тут. Да, килограмма не будет. Вот. Значит, сверху крышка. Крышка так легко ходит. В комплекте, по-моему, это было для 45-очек. Щеточки. Щеточка нет, щеточка чужая. На щеточке они сэкономили, но это, так сказать, не самое страшное. Вот. Здесь у нас управление. Скорость. Это полный автомат. То есть, по идее, ты нажимаешь старт, оно поднимает, ставит, по окончанию убирает. Стоп, если хочешь остановить. Здесь размер пластиночки. Я так понимаю, это, наверное, в чем? Миллиметрах, в дюймах. Ну, 17 это 45-ка, 50 это, ой, 30-ка это большая. Иголочка своя, родная, я не специалист по этим всем картриджам. Иголкам, наверное, здесь стоит какой-то бюджетный вариант. Вот здесь механизм подъема. Ручного управления нету. Об этом попозже. Привод тут, здесь мат. Привод тут пасек. Где-то тут его видно, не видно. Алюминиевый диск такой тяжеловатый. Вот он, пасечек. Ты когда покупаешь пасек запакованный, сам ставишь диск, сам натягиваешь, сам играешь, сам слушаешь. Ну, что еще? Что еще? Надо, наверное, включить и проверить. Так, включили мы усилитель, прогрели, подключили. А, один момент, еще одна фича, которая тут есть. Вот, видите, on и off. Когда on и когда off. Здесь он на корректор, то есть можно выключить его и брать сигнал прямо с иглы, можно с преда. Ну, я как могу себе позволить с хорошим усилителем, я, естественно, беру прямо с иглы. Ну, вот он переключается в этом лючке. Так, сейчас мы тут нашли пластиночку. Такую. Ага, мелодия. Ну, она такая. Если кто знает, ну знает. Есть такая вот. В помощь любителям грамзаписи решил такую. Почему, скажу попозже. Вот. Ну вот все. Значит, мы сейчас
Поставили, все у нас, размер, скорость у нас стоит. Нажимаем на старт. Оно поднимается. И ставится. Сейчас мы пока выключим, потому что я звук не включу. Так, сейчас мы добавим там немножко мощи легкой. Так, она встала на место. Сейчас мы еще раз запускаем. Слушать бесполезно, потому что качество вы не оцените. Тут что бы я вам не ставил. Вот, ну, вот первое. Видите, она не захотела играть с первого раза. Что-то там ему не понравилось. Ну, вторая попытка. Нажимаем еще раз. Все это с таким, знаете, хрум-хряб. Жует что-то все время, как чипсы ест. Еще раз, второй заход. Ставим. Бу-бум! Эта игла опустилась. Ну, вот оно. Тарум-тум-тум, пум-пум-пум-пум. Как говорится, поехали. Поехали. Ну, тут лифта нету, поэтому вот, если кто-то сподобился купить, я его, знаете, как беру вот так, рукой поднимаю, передвигаю, передвигаю и опять опускаю. Ну что ж. Эх. Вот. Ну, в общем, крутится, как говорится. Поет, и то хорошо. Валенки, валенки. Не налазят маленькие. Так, потише сделаем. Значит, ну, что я вам могу сказать? Вот такой вот аппарат. В общем, если сказать в двух словах, то вот он, видите, он решил вернуться на всякий случай. Он решил, что не дослушали. Он решил сам еще раз заброситься, но мы его опять выключим. В двух словах, полное барахло. Полное. Во-первых, если вы уже слышали, как эта игла ставится, во-первых, вот. Слышите, да? Это не моя аппаратура. С таким усилителем я, может, попозже покажу, но если кто знает, то тот поймет, что вот этот аппарат так фонить не может. Это вот это чудо. Раз. С учетом заземления, как говорится. Дальше. Вы слышали, как она эту иглу бросает. Просто бросает, как с трамплина. Ду-ду-дум. Сейчас. Бу-бу-бу-бу. Хорошо. Крышечка. Я говорил о ней раньше. Бум. Что тут? Вот хотя бы какие-то буфера, какие-то маленькие резиновые поставили. Нет. Короче, все сделано, как говорится, на отвались. Поэтому резюме. Если детку какому-нибудь там слушать, вот, Кобзона, Рамзона, чтобы не тягать рукой эту иголку через какой-нибудь там усилок, петь будет. Но если вы обладаете аппаратурой маломальски высокого качества, если вы увидите вот такой аппарат с двумя кнопочками впереди, может, это будет Denon, может, это будет даже Соньки, не видите. Они продали Китаю конструкцию, и те лепят все, что угодно. Поэтому ни за что. Ну, если кто купил, мое сочувствие, коллеги. А так, конечно, барахло.